Данный контент содержит многочисленные спойлеры, касающиеся сюжета игры Outlast и ее дополнения. Также в фильме используются некоторые выдержки из сторонних источников. Все права зарегистрированы. Приятного просмотра. «4 сентября 2013 года вышла компьютерная игра в жанре survival horror под названием Outlast, разработанная канадской студией Red Barrels. В ней мы играем за независимого журналиста Майлза Апшера, отправившегося исследовать психбольницу, в которой что-то происходило не так. Множество погонь, фактов о нечеловеческих экспериментах над психами, атмосфера ужаса и странная концовка поразили многих геймеров. Спустя чуть более полугода появилось дополнение Whistleblower, в котором мы играем за отправившего письмо Майлза программиста корпорации Мерков Вэлана Парка и помогаем ему выбраться из этой лечебницы. Игра заинтересовала многих не столько своим геймплеем, сколько интересным сюжетом, покрывшимся множеством тайн и вопросов. Именно ответы на них, факты, теории пасхалки я покажу в своем фильме. «31 октября 2012 года пока еще никому неизвестная команда бывших разработчиков из канадского Ubisoft выпускает дебютный трейлер к игре под названием Outlast. Он как-никак является лицом игры, и поэтому было бы неправильно перед тем, как приступить к основному разбору хоррора, не рассмотреть трейлер. В нем присутствуют кадры, отражающие тематику происходящего в игре. Именно об этом и пойдет речь. На фотопленке изображен немецкий генеральный фельдмаршал Вильгельм Кейтель, подписывающий второй акт о безоговорочной капитуляции Германии в ночь с 8 на 9 мая в берлинском предместье Карлсхорст. Этот человек – Ричард Макгара Хелмс, американский государственный деятель, директор Центральной разведки США. Именно он в апреле 1953 года впервые высказал идею организации исследований в направлении контроля психики с помощью применения наркотических веществ, которая легла в основу операции ЦРУ под кодовым наименованием МК Ультра. На кадре изображена группа из 104 ракетостроителей Форт Блисс, Техас. Все эти люди были задействованы в операции Управления стратегических служб США «Скрепка», главной целью которой была вербовка ученых из Третьего Рейха для работы в Соединенных Штатах после Второй мировой войны. На данной фотографии Курт Бломе, немецкий врач. Во время Второй мировой войны главный уполномоченный по программе исследования рака, которая была лишь прикрытием программы по разработке биологического оружия. Будучи оправдан на Нюрнбергском процессе над врачами, с 1951 года Бломе становится сотрудником US Army Chemical Corps, которая проводила биологические эксперименты по программе проекта МК Ультра. Здесь изображен титульный лист из-под проекта МК Ультра номер 27 исследования ЛСД. Ну и на последнем нашем кадре доклад Сената США, посвященный проекту МК Ультра. Действие игры происходит с 17 по 19 сентября 2013 года в лечебнице Маунт Мэссив, согласно трейлеру, открывшуюся в 1967 году. Вскоре там были убиты 3 ученых,
и власти приказали прекратить всю работу. До 1972 года деятельность лечебницы поддерживалась проектом МК Ультра по приказу директора ЦРУ Ричарда Хелмса. Лечебница находится в горах Маунт-Мэссив, штат Колорадо, примерно в 100 милях от города Денвер. А это бывшая государственная больница Буффало, построенная по проекту архитектора Генри Ричардсона и открытая в 1880 году. Комплекс сделан в романском стиле восхождения. С самого открытия до середины 1970-х больница размещала в себе психически нездоровых. Но так как состояние здания начало ухудшаться, пациентов было решено перевести на другие объекты. В 2006 году на восстановление комплекса было выделено около $76,5 миллионов, а к 2016 там планируется открыть отель и конференц-центр, так что фанаты игры уже совсем скоро смогут переночевать в этом месте. В 2009 году психиатрическую лечебницу Маунт-Мэссив вновь открывает корпорация Мерков. Мерков – корпорация под видом благотворительной организации, проводившая биологические и химические эксперименты по манипулированию сознанием людей. В переводе «выключенная темнота». Хорошее спонсирование компании позволило построить под лечебницу лабораторию, оснащенную по последнему слову техники, для проведения исследований в области биологии, генетики и психологии. Эти исследования нашли свое отражение в главном проекте под названием Вайридер. Прототипом подземной лаборатории Мерков стала Сноуп, расположенная в Садбери, Онтарио, занимающаяся экспериментами и исследованиями в области физики. Благодаря документам, обнаруженным в игре, можно сказать, что Маунт-Мэссив Asylum была задействована в проекте МК Ультра. Проект МК Ультра – кодовое название секретной программы американского ЦРУ, целью которой были поиск и изучение средств манипулирования сознанием с использованием психотропных химических веществ, оказывающих воздействие на сознание человека. Цель программы заключалась в исследовании воздействия химических, биологических и радиологических методов на сознание. В частности, изучались такие темы, как расстройство памяти, дискредитация, то есть умышленные действия, направленные на подрыв авторитета, имиджа и доверия человека его поведением, изменение сексуальных привычек, методы выпытывания информации, внушаемость, создание у человека чувства зависимости. И только в 2009 году, ввиду условий возможной Третьей мировой, ЦРУ, видимо, решила создать аналог проекта МК Ультра, сделав опору на эксперименты корпорации Мерков. Майлз Апшер, независимый журналист, был уволен из неизвестной компании за статью про Афганистан. Приезжает в Маунт-Мэссив, откликнувшись на анонимное письмо с просьбой рассказать людям о бесчеловечных экспериментах. Экипирован папкой для документов, батарейками и водостойкой камерой с ночным видением. Личный автомобиль Jeep Wrangler 1987 года. Среди особых примет – веноварикоз. Убит наемным спецназом Мерков в подземной лаборатории. Вэллон Парк, программист, сотрудник корпорации Мерков. Женат, есть 2 сыновей, живет в Ледвилле. Закончил университет Беркли с отличием. В сентябре 2013 года заключил контракт с Мерков в лечебнице Маунт-Мэссив, получив 3-й уровень допуска. Поддерживал морфогенетический двигатель и занимался дополнительным программированием. Предпринял попытку разоблачения Мерков, отправив Майлзу письмо. Об этом узнали, и Вэллона подвергли экспериментам. Однако Парку удалось бежать и уехать из лечебницы. Видеозаписи, сделанные там, были выложены в интернет,
а это значит, что Мёрков начали погоню за Вейлоном. О дальнейшей судьбе ничего не известно. Конечно, стоит выделить некоторые сходства между главными героями Outlast и Outlast Whistleblower. Персонажей озвучивал один и тот же актер Шоун Бейчу, и оба героя использовали камеры одной и той же марки – Шпатлен. Крис Уокер, пациент проекта Валридер. Возраст на момент событий – 32 года. Служил в Афганистане, где получил психологическую травму. По возвращению занял должность главы охраны корпорации Мёрков. За попытку разглашения конфиденциальной информации Уокер был подвержен экспериментам, которые превратили его в огромную машину смерти. Преследовал Майлза на протяжении всей игры, а также появился в Whistleblower, где подстерегал Вейлона. Убит Валридером в подземной лаборатории Мёрков. Фрэнк Маньера, псих, пациент проекта Валридер. Возраст на момент событий – 37 лет. Носит бороду, каннибал, имеет ручную дисковую бензопилу, которой он разделывает человеческие тела. Имеет татуировки. Самая большая, смерть, расположена на спине. Гонится за Вейлоном, пока последний не скроется в другом блоке. Судьба неизвестна, однако можно предположить, что его убили спецназовцы. Ричард Трагер, исполнительный директор Мёрков и в то же время главный хирург. Проводил главные биологические эксперименты над пациентами. Носит механизированный монокль, одет в фартук. Вооружен большими хирургическими ножницами, которыми и отрезает 2 пальца Майлзу. В схватке с главным героем Outlast Трагер был зажат лифтом между этажами. Эдди Глускин, псих, пациент проекта Валридер. Возраст на момент событий – 47 лет. Известно, что до того, как попасть в лечебницу, он подвергался насилию со стороны отца и дяди, а также являлся жестоким убийцей и насильником представительниц женского пола. Эдди мечтает найти себе невесту. Пойманным жертвам Эдди отрезает конечности и гениталии. Однако Глускин, находя невесту неидеальной и оставаясь неудовлетворенным, вскоре убивает ее и подвешивает за веревку в спортзале. Насквозь проколот арматурой в попытке подвесить Вейлона. Ну а это возможный прототип жениха Эд Гейн, один из самых известных и жестоких убийц в истории США. Мартин Арчибальд Хелен, псих, лысый мужчина пожилого возраста. Левша, страдает манией высшего призвания, видит себя в качестве пророка Валридера, которого он считает богом. Направляет и сопровождает Майлза по всей территории лечебницы. Полагая, что будет возрожден, произвел самосожжение на кресте в соборе Маунт-Мэссив. Джереми Блэр, управляющий агентством безопасности Мёрков на объекте Маунт-Мэссив, друг Ричарда Трагера. Рассекречивает попытку предательства Вейлона Мёрков и подвергает его экспериментам. После сбоя системы мешает выбраться программисту из психушки, дабы не позволить тому рассказать общественности о незаконной деятельности корпорации. Уничтожен Валридером при попытке убить Вейлона в конце дополнения Whistleblower. Рудольф Вернике, один из исследователей, работавший в секретном научно-исследовательском центре, расположенном под психиатрической лечебницей Маунт-Мэссив, ученый, возглавляющий проект Валридер. Возраст на момент событий – 94 года. Родился 20 октября 1918 года в Мюнхене, Германия. Стал известен в научных кругах благодаря совместной статье с Аланом Тьюрингом. Во время Второй мировой войны работал на фашистскую Германию, а в 1949 году по проекту «Скрепка» Вернике переехал в Соединенные Штаты Америки, где долгое время проработал в Лос-Аламосской национальной лаборатории. Занимался различными исследованиями по заказу правительства США. В начале нового тысячелетия он переехал в Колорадо с целью сотрудничества с корпорацией Мёрков. Вернике мы встречаем только в конце Outlast, где он просит Майлза отключить систему жизнеобеспечения Вильяма Хоупа. Убит Валридером в подземной лаборатории.
Уильям Хоуп, доброволец, управляющий Вэллридером. Возраст на момент событий 20 лет. Находится в одной из сфер подземной лаборатории. Уильям согласился на этот эксперимент, чтобы материально помочь своей больной матери, так и не узнав, что она умерла еще до начала опытов. Возможно, погиб после отключения Майлзом систем жизнеобеспечения капсулы. Вэллридер – сбор наночастиц, управляемый человеком. Имеет большую физическую силу. Благодаря отсутствию телесной оболочки, Вэллридер может менять форму и просачиваться в щели, а также становится неуязвимым. В интернете часто можно увидеть вопрос о том, как правильно произносить слово Вэллридер, так пишется слово в документах и субтитрах, или Walrider, так слово произносят пациенты и врачи. И все же правильными являются оба варианта. Так как верники немец, то согласно немецкой транскрипции это слово произносится как Вэллридер. Американские пациенты и врачи произносили слово согласно своей транскрипции, то есть Walrider. Однако также это может быть всего лишь некоторой неточностью локализации игры. Близнецы, психи, не носят одежды, вооружены мачете, подчиняются Мартину, каннибалы. На их животах есть большие шрамы, и можно предположить, что они сиамские близнецы-парапаги. Их возможным прототипом могла послужить фотография Роджера Баллина, Дресси и Кейси. Деннис, псих, страдает диссоциативным расстройством личности. Широко открываются его 4 личности, 2 брата, одного из которых зовут Тимми, их отец и дед. Прячется от Глускина на чердаке здания. Там же преследует Вэллона, вооружен тесаком. Дальнейшая судьба неизвестна. Пироманьяк, пациент лечебницы, осуществивший поджог столовой. Он не потерял свое здравомыслие. Понимая, что на самом деле происходит в лечебнице, пироман желает сжечь все дотла. Разговаривает с Майлзом спокойно. Дальнейшая судьба неизвестна. Его прототип – композитор, написавший музыку к игре Outlast и ее дополнению Outlast Whistleblower Сэмюэл Леффен. Ну а теперь поговорим о проекте Вэллридер. Главным и единственным проектом, которым занимались ученые лаборатории Мерков, был проект Вэллридер. Цель – создать условия, при котором человек сможет дистанционно управлять облаком наночастиц. Вполне возможно, что ЦРУ сделали корпорации заказ, пообещав за выполнение задачи нереальную сумму денег, о которой так много упоминается в игре. Ведь если осуществить задуманное, то армия США получит дистанционно управляемого, обладающего огромной силой, выполняющего абсолютно все приказы бойца. Итак, проект назван Вэллридер. Что означает это слово? Углубимся в немецкую мифологию. Вэллридер известен также как Альп Мара Ишрат, является демонической тварью германского происхождения, истязающим спящих. Демон склоняется над спящим и выдавливает дыхание из его груди. Человек просыпается парализованным, ощущая ужас и удушье. Демон редко нападает с сексуальными целями, хотя известны случаи, когда он пил молоко спящих женщин и высасывал кровь из сосков мужчин. Причина выбора именно этого названия – отражение некоторых пунктов для получения контроля над наночастицами, которые мы рассмотрим далее. Итак, кто нужен для управления Вэллридера? Сначала для экспериментов брали буквально всех, кто находился в лечебнице. Помимо психически нездоровых, к экспериментам оказался пригоден и персонал. В одном документе подтверждается, что доктор Трайгер сократил штат на 80 человек. Но вот куда они делись, учитывая то, что сделали с Крисом Уокером за попытку разглашения. И администратор Ланган тоже стал подопытным кроликом. Вот еще один документ, где Трайгер уволил санитара, а ведь наверняка его ждала та же участь, что и тех же 80 человек.
Израсходовав и этот ресурс, Мёрков начал ставить эксперименты уже над врачами, в том числе и над Ричардом Трайгером. Со временем выяснилось, что управлять Вальридером могли только мужчины. Именно это и считается главной причиной того, почему в лечебнице отсутствуют женщины. В деле номер ММ-12-00715 говорится о том, что у работниц женского пола были выявлены психосоматические эффекты двигателя морфогенетического кондиционирования, а именно ложная беременность более чем 7 женщин. Все они сделали аборты за несколько недель до выкидыша несуществующего ребенка. 5 из них со смертельным исходом, в результате чего женский персонал сначала перевели на верхние этажи, затем в другие здания и в конце концов вообще убрали с объекта Маунт Мэссив. А вот диалог из игры, который, к сожалению, был вырезан по неопределенной причине. Хотелось бы, чтобы Винстон была здесь. Джесс Винстон? Ага, как бы не так. Она здесь могла бы сохранить нам месяц, который мы страдали херней. У работавших у нас сотрудниц женского пола появлялась истерическая иммунная реакция после 3 часов близости возле аппарата морфогенетического кондиционирования. Проведя 1 день здесь, мы бы подметали матку Винстон с пола. Мне нужна чашечка кофе. Надеюсь, оно здесь не разбавлено. Итак, определив того, кто нам нужен, переходим к терапии, в которой и пригодились знания Рудольфа Вернике и его опыт по проекту МК Ультра. Требуется, чтобы будущий носитель был подвержен психологическому давлению. Никому не нужные люди с расшатанной уязвимой психикой как нельзя лучше подходили на эту роль, поэтому с помощью созданных причин страха, а именно чувства одиночества, отверженности, подавленности и угрозы самоуважению, а также неминуемого провала, врачи поддерживали этот страх у пациентов. Подопытных на длительное время лишали сна, пищи, тепла, вызывая у них эмоциональное состояние неуверенности, сильное нервное напряжение, побуждающее личность к бегству, поиску защиты, спасения. Необходимость страха в эксперименте Вернике мы узнаем из его интервью. Так вы утверждаете, что для эксперимента требовалась близость смерти, неодолимое безумие. Только те испытуемые, которые познали достаточно страха, могли активировать двигатель. Уильям Хоуп, ставший носителем Вальридера, пошел на эксперимент только ради лечения своей больной матери. Именно его отчаянием воспользовались сотрудники Мёрков, не сказав, что его мать умерла. После того, как субъект окончательно запуган, а его самоконтроль ослаблен, пациенту дают наркотические препараты, в которых пациент находит выход своих мучений. Ученым это было нужно для повышения внушающего эффекта. Чаще всего, как и во времена МК Ультра, они использовали ЛСД, полусинтетическое психоактивное вещество, являющееся одним из самых сильнодействующих наркотиков и самых ядовитых химических веществ на Земле. Последствия от приема ЛСД непредсказуемы. Мизерная доза ЛСД может погрузить в наркотические галлюцинации на 12 и более часов. Перед следующим шагом на пути к воссоединению с Вальридером стояла проблема – чрезмерное вымирание клеток. Как отмечали сами ученые в подземной лаборатории Мёрков, у них еще не было пациента, у которого уровень умирающих клеток был бы меньше 25 миллионов в минуту, а требовалось не более 15. Появлявшиеся на теле обширные кожаные высыпания соответствовали типичной клеточной активности при неудавшемся морфогенетическом кондиционировании. Чтобы исправить это, Мёрков начали применять заместительную гормональную терапию, то есть замещение одних гормонов другими, способными блокировать действие других гормонов. Среди них были цикотины и пептидные гормоны. Они принимали участие в процессах регенерации клеток. Однако на самых высоких уровнях гормональной терапии активность двигателя морфогенетического кондиционирования была минимальна. В лаборатории под номером J666 можно найти доску, на которой изображена формула морфогенетического двигателя, о котором так много упоминается в сюжете игры. Я считаю, что в этой формуле может объясняться, как клетки могут порождать другие новые клетки. В итоге получается, что морфогенетический двигатель – двигатель самоорганизации клеток, в результате которых клетки либо не гибли, либо восстанавливались, либо заменялись.
По словам Вернике, этот двигатель способен воспроизводить себя веками. Чтобы впоследствии залезть в переносном смысле этого слова пациенту в голову и координировать субъекта на выполнение тех или иных действий, его следовало загипнотизировать на просмотр морфогенетического кондиционирования. Гипноз в этой лечебнице начал применяться еще с 1952 года. Наглядным примером стал эксперимент над миссис Джексон и миссис Пирс, описанный в документе МК Ультра ЦРУ «Убийство под воздействием гипноза». Обе пациентки были введены в состояние гипноза. Миссис Джексон приказали уснуть, а миссис Пирс разбудить уснувшую, и в случае, если та не проснется, выстрелить в нее из пистолета. Разбудить не удалось. Пирс выстрелила в Джексон из пистолета, однако он оказался не заряжен, и после выведения обеих из транса женщины отрицали происходившее ранее. С помощью гипноза подопытного усыпляли. Ученым Мёрков удавалось увидеть, что творится в головах пациентов, о чем они думают в своих снах. К примеру, в состоянии сна Фрэнк Маньера неоднократно возвращался к изображениям изоляции и предательства. По сути, во сне ты управляешь собой. Если заменить там себя на вайлридера, то оставалось только соединить это все с машиной. Так им удавалось настраивать пульт управления. О воздействии через сны упоминалось во многом. Например, в документах говорилось о некой сонной машине и о воздействии на больных через их сны. Слова администратора, его сны, переполненные кошмарами Вернике, лекарство слишком уж подействовало, и выдержка из дневника Ширли Пирс, пациентки Маунт Мэссив с 1952 по 1964 год. Мне нужно принять таблетки и лечь спать, с надеждой, что сегодня сны окажутся приятнее. Стоит отметить, что в ходе исследований было обнаружено, что активность морфогенетического двигателя выравнивалась при пульсе 90 ударов в минуту, и поэтому было необходимостью поддерживать именно эту частоту биения сердца пациента. Так как во время морфогенетического кондиционирования на пациента оказывалась нагрузка, для успешной работы двигателя и вообще для того, чтобы этот пациент не умер, было необходимо снизить пульс и давление. Поэтому ученые Мёрков применяли в широких целях бензодиазепины и клозапин. Бензодиазепины использовались как снотворные, а также оказывали противосудорожное действие и служили депрессантом центральной нервной системы. Зависимость от них может отрицательно повлиять на структуру сна, что, возможно, помогло врачам из Мёрков. Бензодиазепины также применяли для лечения и снятия симптомов бессонницы, эпилептических припадков, мышечных спазмов, лечения панических атак, что довольно часто происходило в лечебнице. Кроме того, широко использовался клозапин, нейролептик, обладающий высокой эффективностью в отношении продуктивных расстройств. Он может оказывать влияние на клеточный состав крови, усиливает эффект седативных, наркотических, анальгезирующих и снотворных средств. Применение: шизофрения, маниакальное состояние, маниакально-депрессивный психоз, психомоторное возбуждение при психопатиях, эмоциональные и поведенческие расстройства, тяжелые расстройства сна. После этого пациентов приковывали к креслам и заставляли смотреть видео, изображающее непонятного рода картинки, а именно психодиагностический тест Роршаха. Кондиционирование не давало пациенту прийти в сознание и, соответственно, перекрывало управление вайлридером пациентом. Имеет право на существование и версия, что перед тем, как поместить человека в сферу, в его тело вшивались либо вкалывались в вену наномашины. Так называемая технология обработки пациентов Трагера, который, возможно, контролировал и руководил всей этой процедурой, задействует 3 места организма человека: пальцы, причем по обеим сторонам, язык и гениталии. Возможно, туда вживлялись наночастицы для установления соответствующих точек с их облаком в образе вайлридера. Надпись Drive and Nails, которую мы можем увидеть в женском отделении лечебницы, может переводиться по-разному, но один из этих переводов, двигатель в ногтях, заинтересовал меня больше всего. И опять же доказывает возможность вживления машин в пальцы. Более того, многие психически больные лечебницы просили помощью Майлза вырвать что-то. Возможно, это и были наномашины, контролирующие психов.
А в фильме, который демонстрировался в кинозале, говорилось, что на вскрытиях обнаруживали твердые, как свинец, опухоли. В результате психохимической передозировки появлялись именно металлические бластомы, свидетельство подкожного окисления. Неужели что-то действительно вживлялось в тело человека? Впрочем, так или иначе, пациента помещали в капсулу, заполненную перфторуглеродом. Он трудногорюч, невзрывоопасен и малотоксичен, а также обладает функцией телоносителя и диэлектрика, то есть вещества, которые не проводят ток, обогащен кислородом и содержит обезболивающий препарат. Благодаря гормональной терапии и успокаивающим препаратам морфогенетический двигатель работал, и проблема с гибелью человеческих клеток не было. Пациент находился в страхе, был усыплен гипнозом, усиленный наркотическими веществами и морфогенетическим кондиционированием, которое постоянно демонстрируется перед сферой. Мозг отключался и был доступен врачам для управления. Кстати, морфогенетическим двигателем может являться и ROI, большой шар, который находится в лаборатории. А также, по моей второй версии, не восстанавливать количество человеческих клеток, а устанавливать связь наночастиц с отключенным, управляемым специалистами Мерков сознанием подопытного. А теперь представьте сон или компьютерную игру. Вы можете как угодно управлять своим персонажем, делать вещи, которые вы не можете делать в реальной жизни. То же самое и с вальридером. Вы не вальридер, вы лишь им управляете. Верники говорил, что ученые Мерков знали об опасности, но их больше волновали деньги. Простой сбой системы вместе с отключением электричества из-за сильного потребления роя привели к тому, что ученые Мерков потеряли контроль над вальридером. Кстати, возможно, из-за отсутствия на своем посту Вейлона Парка. И в итоге этот ребенок, лишившийся разума, но получивший божественную силу, вырвался из-под контроля и представлял собой невероятную опасность для всего живого в округе. Однако запасного плана по исправлению ситуации никогда в Мерков не предусматривали. Перед тем, как перейти к разбору концовок, хотелось бы кое-что уточнить. На просторах интернета в поисках информации по игре вы рано или поздно наткнетесь на ролики, в которых рассказывают об альтернативных концовках. Знайте, что и в игре, и в дополнении по одной концовке, а все видеодоказательства лишь монтаж. После того, как Майлз отключает систему поддержания жизни в сфере, убивая находящегося там Уильяма Хоупа, главного героя хватает вальридер. И он будто вселяется в журналиста. Майлз направляется к выходу, где его ждут верники и наемный спецназ Мерков, который расстреливает журналиста. Слышится фраза верники «God in heaven, you have become the host», что в переводе значит «Господь на небесах, теперь ты здесь хозяин», после чего раздаются крики. Вопрос, почему убили Майлза, изначально считается глупым. Его просто ликвидировали как движущийся объект, исходя из приказа, отданного второй группе спецназа. К тому же, если бы Майлз остался в живых, он рассказал бы правду всему миру. А это крах и разоблачение корпорации Мерков. Пройдя чуть дальше, мы услышим о гибели спецназовцев на последнем уровне лаборатории. Скорее всего, именно они убили Майлза и поплатились за это. Продолжим разбирать концовку дополнения. Блэр просит помочь ему встать, после чего при приближении Вейлона к выходу протыкает живот программиста осколком стекла. Однако появившийся вальридер просто разорвал Джереми на куски. Сейчас мы уедем на машине репортера, заводим машину, видим силуэт наночастиц в виде Майлза через лобовое стекло и уезжаем. Самая лучшая концовка, которую можно было только представить.
Но давайте посмотрим повнимательнее оба эпизода. Джереми Блэра хватает никто иной, как валь-ридер Уильяма Хоупа, а не Майлза Апшера, представшего перед нами в конце. Причем с Блэром у Хоупа были личные счеты. Читая документ согласия на продолжение терапии, меня заинтересовало, что в информации про смерть матери Уильяма Хоупа по краям слова «случившееся» стоят кавычки. Неужели слово сказано в переносном смысле, и мать Уильяма устранили за то, что она обещала написать в какую-нибудь организацию, за отказы в информации по ее сыну? А когда мы уезжаем, в лобовом стекле показывается трудно различимый приближающийся силуэт именно валь-ридера Хоупа. И сразу встает вопрос, как валь-ридер Хоупа остался в живых после отключения систем, несмотря на то, что носитель Билли умер в своей капсуле. Первая теория. Валь-ридер теперь не нуждался в физическом теле. Наночастицы, вырвавшись из-под чего-либо контроля и зависимости от системы поддержания, но сохранившие разум Хоупа, стали жить вне зависимости от состояния бывшего носителя. А неупокоенная душа журналиста стала призраком лечебницы. Теория номер 2 заключается в том, что валь-ридер включил электропитание и подачу перфтор-углерода до смерти тела в сфере, так как известно, что во время аварийного отключения этих систем начинает работать третья система жизнеобеспечения, осуществляющая поддержку сознания пациента на минимальном уровне до прибытия технического персонала. После этого Билли не умер, и контроль над наночастицами не был потерян. Валь-ридер направился к выходу из лаборатории, где отомстил за смерть журналиста, и перетащил его в соседнюю рабочую сферу, подсоединив его к Рою, в результате которого и появилось второе облако наночастиц, уже в виде журналиста. Есть еще один вариант, который заключается в том, что у разработчиков просто не было необходимости прорисовывать анимацию для Майлза, и они использовали анимацию, так сказать, старого валь-ридера. Скорее всего, создатели игры намеренно сделали такие запутанные между собой концовки, чтобы мы сами придумали себе свою концовку, развивая свое воображение, поэтому каждая аргументированная версия имеет право на существование. Что касается последней катсцены в Whistleblower, неизвестный мужчина ставит нас перед выбором, загружать или не загружать снятые в лечебнице видеоматериалы в интернет. В первом случае Вейлона и его семью ожидали преследования со стороны так называемых параноидальных маньяков-мёрков. Несмотря на это, Парк выбрал именно этот вариант. На этом сцена закончилась, а вот то, что ожидает Вейлона, мы, может быть, увидим в новом проекте Red Barrels. В документе некролог доктора Вернике можно встретить некий сайт thedenvereagle.com, и если перейти на него, то можно увидеть, что сайт закрыт на техническое обслуживание. В конце дополнения Вейлон Парк загружает материалы со своей видеокамеры на сайт WikiLeaks, который является отсылкой к скандальному сайту wikileaks.org, где публикуется секретная информация, взятая из анонимных источников или при утечке информации. В самом начале игры мы можем подойти к лифту и нажать на кнопку, в результате чего раздастся крик, и в шахте сверху и вниз полетит человек. В подземной лаборатории вы можете найти большие синие бочки, и если присмотреться к ним поближе, то можно увидеть надпись «This is not a red barrel». В переводе с английского это не красная бочка, а также логотип канадских разработчиков игры. В этом сарае при включении ночного видения на камере на стене можно найти нарисованную мелом бензопилу, что является отсылкой к фильму Evil Dead 2. Представляю вашему вниманию отрывок из фильма. Ты отправишься обратно. Пила.
Фамилия разработчика Филиппа Морена встречается на различных предметах в игре, например, на телевизорах, радио, микроволновках, баллонах и даже отопительных батареях. Также на мониторах можно увидеть фамилию еще одного представителя Red Barrels, а именно главного аниматора Джейми Хелмана. В середине игры доктор Ричард Трагер отрезает Майлзу 2 пальца, один из которых безымянный на левой руке. Это может являться своеобразной отсылкой к серии игр Assassin's Creed, где при вступлении в братство отрезался именно безымянный палец. Среди предметов, разброшенных по лечебнице, вы можете обнаружить банки краски со смайликами на этикетке. Также смайлик присутствует на клавиатуре ноутбука Вейлона. В кабинете Верники на стене вы можете обнаружить большую картину, репродукцию Теодора Ромбутса «Прометей». В игре встречается реальная радиостанция Колорадо KDZA Z107.9 FM. Ее слушал Майлз по дороге в Маунт-Мэссив. Среди бумаг, разбросанных в Маунт-Мэссив, можно обнаружить письмо, написанное на французском языке. Переводится оно так: «Здравствуйте, как поживаете? Я ухожу в другую команду. Желаю вам больше интересных идей. Прощайте». Исходя из этого, можно предположить, что письмо было написано одним из нынешних разработчиков Red Barrels в канадский Ubisoft, перед тем, как уйти оттуда. На полу вы также можете обнаружить статью про университет Квебека в Шикутиме. Не знаю, какое отношение это имеет к Outlast, если честно. Возможно, там учился кто-то из разработчиков игры. Титульный лист под проектом номер 6 программы МК Ультра вы тоже можете обнаружить в лечебнице в административном блоке. Вы можете обнаружить и возможные ноты одного из саундтреков Outlast, написанных композитором Сэмюэлом Лэфомом. В одном из документов игры упоминается имя члена фашистской партии Германии Дитриха Эккарта. Исходя из документа, ему должны были передать заметку и приглашение пронаблюдать за экспериментами. Однако Дитрих Эккарт умер 26 декабря 1923 года, то есть почти на 15 лет раньше якобы полученного приглашения. Имя главного героя Outlast может происходить из пословицы «Miles upshore without a paddle», что в переводе означает «мили до берега без весла». Номер джипа Майлза B67294 – не что иное, как 16-ричный код HTML цвета автомобиля. На Facebook Red Barrels решили загрузить серию видеороликов, в которых они показывали, чем они были вдохновлены при создании отдельных эпизодов. К примеру, погоня в операционной была взята из компьютерной игры Dark Corners. А надписи в камере Мартина Арчимбода из фильма In the Mouth of Madness. John? Путь, по которому Трайгер вез Майлза в свой кабинет, напоминает сцену фильма Jacob's Ladder. А вот главный вход подземной лаборатории похож на локацию игры Half-Life. Hello, Gordon Freeman. 24 октября 2014 года Red Barrels официально анонсировали Outlast 2. Спустя чуть более года выходит тизер этой игры, из которого становится ясно, что разработчики решили внести разнообразие в геймплей. Основным местом действия второй части, скорее всего, станет уже не лечебница, а нечто другое. Сделав выводы, можно полагать, что сюжет второй части будет завязан на паранормальных явлениях и религии. Окончательно мы все узнаем осенью 2016 года, но на данный момент Outlast задал высокую планку в части сюжета и геймплея, став эталоном и примером в играх жанра хоррор.